Всем здорово, с вами Skywalker14, и сегодня у нас такой необычный антураж, и это правильно, мы сегодня будем говорить про мистические версии в Майнкрафте, да. Я вот тут у костра такой, давайте я вам тут еще немного покажу. Что это? А там кто-то живет. Практически еще с появления Майнкрафта любители мистики уже начинали придумывать различные мифы или просто страшные истории, связанные с Майнкрафтом. Я надеюсь, все знают, что самым первым из них был Херобрин, и что о нем начали говорить с появления версии 1.0.1602 в 2010 году, но сегодня мы не про историю. Если хотите, можете про него почитать на Википедии, там довольно много про него есть информации. Так, ну ближе к теме. В этом видео, хотя можно сказать в небольшом видео-эссе, у меня нету цели кого-либо напугать, внезапными звуками и тому подобное. Цель этого видео просто вам показать и рассказать о некоторых версиях Майнкрафта. Перед началом ролика хотелось бы поблагодарить моего давнего знакомого Илью, а.к.а. Ликрока, а.к.а. Ладу Калину, за материал для этого видоса. Если хотите сами поиграть в версии из этого видео, пишите мне в Дискорде, так как мне слишком лень оставлять ссылки. Короче, ссылочка в описании на мой Дискорд. Ну, погнали! О ней я узнал от того же Ильи, которого я уже упоминал. В этой версии он нашел папку с классом Херобрина и сам его скин. Я сначала был немного этим удивлен, но не придал особого значения. Потом уже на следующий день он кидает скриншоты с редстоун факелом, таблички с красными надписями, просто редстоуном и крестом из бедрока. Немного жуткое зрелище, не правда ли? А прикол в том, что в альфе никаким образом нельзя поставить табличку с красными надписями. Потом мне Илья кидает эту версию, и я решил в нее поиграть и даже оставить на ночь. Да, я знаю, что я позаимствовал эту идею у Никиты Берга. В наше время уже сложно делать что-то оригинальное, знаете ли? Ближе к теме. Снимал я 2 ночи на разных мирах. На первую ночь мне встретилась уже немного отличающаяся табличка. Также с красными надписями. С меня 2 раза сняли по полжизни, и я последние 2 часа был в мертвом состоянии. На вторую же ночь мне попалось кое-что куда интереснее, а именно 2 раза за ночь был слышен довольно жуткий и неприятный шум, в котором можно было четко видеть, как Херобрин смотрит прямо мне в душу. Проиграв этот шум по спектрограмме, можно заметить лицо Херобрина, спрятанное в этой аудиодорожке. Имейте в виду, что в этой игре вообще нету звуков, как бы вы его ни настраивали. Также 3 разные таблички со странным текстом, заигравшая пластинка 13, которую даже не было слышно, просто редстоун, 2 летающих блока адского камня с табличками, на которых красным написано «Null». Если не знать, что это все запрограммировано, то можно нехило так открыть фабрику кирпичей. Ну или по-народному обосрать. Но я не увидел самого стрёмного, что увидел Илья, но не записывал. Это глич. Услышит громкий глич со сопровождающимся включением и выключением 3D анаглифа и ломанием текстурок может действительно повлиять на психику. Но кроме этого, также часто в этой версии встречаются деревья без листвы и изредка туннели в 2 блока с замшелым камнем и редстоуном. О, это что такое? Это что? Это не да. Это что? Это что такое? Слышь, смотри стрим. Это что за лабиринт такой? Это что, блин? Ну что ж, перейдем к следующей версии.
Об этой версии уже знает чуть меньше людей, хотя оно и понятно, она очень похожа на предыдущую Альфа 1.2.3.0.3. Но можно сказать, что это даже пародия на нее. Отличия можно по пальцам пересчитать. Снимал я, если что, демонстрацию экрана, как играл Илья. Во-первых, в этой версии есть звук, что делает опыт прохождения немного менее страшным и напряжным. Во-вторых, здесь гораздо чаще встречаются различные постройки. Да и в принципе, этих построек может даже в 2 раза больше. Странные постройки из бедрока, что-то наподобие порталов из светящегося камня и обсидиановые кресты. Может, этих построек даже больше, просто мы их и не встретили. И в-третьих, здесь появляется Херобрин с красными глазами. Правда, без звука и немного чаще. Здесь, по идее, должен быть чаще кто-то встречался. Его тоже заснять можно. Вот он. Заснял? Угу. В принципе, больше нечего сказать. Можем переходить к следующей версии. К этой версии будет 2 тезиса. Первый про саму версию, а второй про мир из этой версии, который мой друг Илья выгрузил в обычный Майнкрафт и скинул мне. Сначала про саму версию RR422. Эта версия оформлена в очень глючном стиле. Это не очередная версия Майнкрафта, а прям полноценный хоррор Майнкрафт. Что делает эту игру не такой уж и мистической на самом деле. Но в этой версии все выглядит так, что у тебя будто сейчас комп крашнется. До хера летающих кактусов, баганная полоска здоровья и голода. Внезапно все загорается в небольшом радиусе. Стив бегает без головы и прочее. Ну, давайте к самому интересному. В этой версии есть скример. Конечно, не очень страшный, но довольно неожиданный. Командным был. Дам под команду ТПС. Где? А чё мне видение ночное? Да, блин, я не помню. Точнее, еще. Все мне глич. Что, нашел, да, его? Что, испугался? Нет. Нормально. Экран покрывается красными символами, крашатся текстуры и играет до жути резкий и довольно стрёмный глич. Я играл на тихой громкости, так что глич на самом деле громкий, примерно громче в раза 3-4. Он может появиться в любое время, хоть через 15 минут, хоть через 2 часа. Есть еще второй скример, но он уже менее страшный. Улик фрфлам магнич. Не Чекай видос. Чекай видос. Мистер Фан. Фраум. Да, ну да, вылетело все. Неожиданно включается что-то наподобие 3D анаглифа, как в Альфа 1.2.3.0.3. Играет уже не такой громкий, но все же неприятный звук. В чате печатается очень много красных символов, и игра вылетает. Еще можно заметить, что сзади при этом гличе кто-то стоит. Отчетливо видно, что это скин прямо как глич, весь в разноцветных пикселях. Теперь к самому интересному, про мир из этой версии в обычном мире. Но называется этот мир Cursed, а в описании у него непонятные, постоянно меняющиеся символы. Уже выглядит довольно жутковато. Первым играл в этой версии также товарищ Илья, которого я записывал на OBS. Следующее, что вы увидите, может показаться пранком, но к Ильену присоединился игрок с ником 7ZZ7. Что там? Ты можешь как-то приближать? Я сейчас я вижу. Чего? Что, Лол, там Сэри Алекс нарисовано, тут... Чё это, непонятно. После такого самому захотелось поиграть на этом мире, поэтому я сам решил поиграть в этот мир с данным игроком. Я просто плаваю, и он заходит ко мне в игру, так же, как Илье. Окей, поплыву туда, значит. Что я могу еще? Так. Вот это мне уже не нравится. Подождите, у меня все залагало. Что? Что? Так.
Меня выкинуло. Сначала он меня кикает из сервера, которого даже не существует, но я все равно продолжал перезаходить и играть в этот мир. После нескольких попыток он опять заходит и начинает отвечать на мои сообщения. Я ему первый написал hello, и он мне отвечал. Думаю, я это тоже оставлю без комментариев. Он мне написал You wanna be my friend? Что ты написал? Он мне написал You wanna be my friend? Он мне написал. Я сейчас не рофлю. Он мне написал. I'm in village. Я деревня? А, может быть, он в деревне? What village are you? Он скорее... он в какой-то деревне. Катается, вот это. Do you wanna be my friend? Я скажу... Окей. TL77. Окей. Окей. Не-не, я хочу посмотреть, что будет. Крип. Where are you? Слушай, может, какой-то безобидный. Ну, по крайней мере, он сейчас кажется безобидным. Но как он зашел ко мне просто на локалку? Sandstorm. Tell your coordinates. What is it? Press. Он не знает, что такое координаты, в смысле? Не, он типа на того реально. Но он сказал то, что он за мной. Это уже реально стрёмно становится. Он не за мной. Нет, его тут нет, алло. Тут рук. I will kill you. Он вышел. Реально, тут рук. Он сказал, что он меня убьет, и вышел. Нужно понимать, что это все происходило в одиночном мире. Конечно, это уже было все не до шуток. Но все равно, ради контента, я перезашел и снова начал его ждать. Он зашел, я его телепортировал и скинул с горы ради эксперимента. Постоянно никто не может узнавать. Что с твоим голосом? О, он зашел. Что было? Я тпхаю, я его тпхаю. Он тут. Я его могу убить. Не надо, тупой. А я его убил. Hello again. А, ну я же его сейчас тпхнуть не могу. А, могу. Why you kill me? I'm sorry. Агрессия. Подожди, но я хочу к нему без оружия подойти. I will kill. Да, он охерел? Он охерел? Он меня бьет. Fuck you, bitch, соси кирпич. А вот это уже сейчас было как бы... Вот он. Не, я вот снова тпхнул. Он тебя хотел? Тебя этот убил. Окей, fair enough. Короче, он меня, типа, ну, свалил, и меня потом зомби убил, так что... Он просто меня как бы свалил, ну, ничего страшного. Please forgive me. Мне кажется, или это просто какой-то, ну, неграмотный хакер. No, I will kill you. Окей. Try me. Он вышел.
Лошара. Опять же, если вы мне не верите и хотите сами проверить эти версии, то милости прошу мне в Дискорд. Буду всегда рад послушать ваше мнение насчет этого. На этом я первую часть, пожалуй, закончу. Всем спасибо за внимание и что досмотрели этот видос до конца. Если наберем, ну, скажем, 30 лайков под этим видео, я вообще хуй знаю, я с Ильей сделаем вторую часть, где уже будет больше версий. Что ж, счастливого.